Арми, вы готовы? Добро пожаловать обратно на канал к Pop Chemistry. Куда бы ни поворачивались камеры во время второго дня концерта в Стэнфорде, Чингук и Тэхён каким-то образом всегда оказывались прямо рядом друг с другом. От тихого шепота между песнями до моментов, которые выглядели совершенно незапланированными, фанаты начали замечать закономерность, которую стало просто невозможно игнорировать. Сначала Арми думали, что это обычное веселое общение на концерте, пока один неожиданный момент ближе к концу не заставил всю толпу закричать. И теперь все задаются одним и тем же вопросом: была ли скрытая причина, по которой Чингук отказывался отходить от Тэхёна всю ночь? Энергия внутри стадиона Стэнфорд с самого начала второго дня ощущалась как-то иначе. Фанаты кричали еще до того, как полностью погас свет. Но в тот момент, когда участники группы наконец появились на сцене, одна деталь мгновенно привлекла всеобщее внимание. Чингук снова вышел прямо рядом с Тэхёном. Ни позади него, ни на противоположной стороне сцены, прямо рядом с ним, будто они без слов договорились оставаться неразлучными, куда бы ни привело их выступление. Поначалу Арми списали это на совпадение. Хореография постоянно меняет участников местами, и никто не хотел слишком усердно анализировать первые минуты концерта. Но по прошествии первых нескольких песен видеоклипы начали распространяться по социальным сетям в режиме реального времени. Любой ракурс показывал одно и то же, стоило участникам разделиться, как Чингук за считанные секунды находил путь назад к Тэхёну. Фанаты, сидевшие близко к выдвижной сцене, заметили это раньше всех в сети. Во время одного из переходов между песнями Тэхён задержался, чтобы помахать фанатам на левой стороне стадиона, пока остальные участники пошли вперед. Еще до того, как камеры безопасности успели это зафиксировать, Чингук тоже внезапно замедлил шаг, ожидая у края сцены, пока Тэхён закончит общаться с фанатами. Они быстро переглянулись, улыбнулись и пошли дальше вместе, словно это было совершенно естественно. Этот крошечный момент должен был затеряться среди сотен других взаимодействий на концерте. Вместо этого он стал началом того, о чем Арми не могли перестать говорить до конца ночи. По ходу концерта фанаты стали буквально одержимы отслеживанием их движений. Во время сложных танцевальных номеров Чингук продолжал коситься в сторону каждый раз, когда Тэхён подходил ближе к краю платформы. Во время эмоциональных вокальных партий Тэхён раз за разом смещался в сторону Чингука, даже когда на огромной сцене было достаточно места, чтобы все могли распределиться равномерно. И тут произошел момент, которого никто не ожидал. В середине шоу, пока участники шутили во время разговорной паузы, Тэхён внезапно на полсекунды потерял равновесие, слишком резко повернувшись возле одного из движущихся сценических подъемников. Это не было настолько серьезно, чтобы большинство зрителей сразу заметили, но Чингук заметил. Прежде чем кто-либо успел среагировать, Чингук инстинктивно протянул руку и схватил Тэхёна за руку, чтобы удержать его. Все взаимодействие длилось от силы секунды-две. Тэхён почти сразу перевел все в шутку, улыбаясь так, словно ничего не произошло, но Чингук не отпустил его руку сразу же. Камеры запечатлели, как он продолжал всматриваться в лицо Тэхёна даже после того, как этот момент прошел. Этот клип взорвал интернет за считанные минуты. Фанаты пересматривали его снова и снова, убежденные, что в реакции Чингука было что-то необычайно оберегающее. Некоторые отмечали, как быстро он среагировал, прежде чем кто-либо вообще понял, что случилось. Другие заметили, что Тэхён на секунду выглядел искренне удивленным, словно сам не ожидал, что Чингук отреагирует так быстро. Но самое странное случилось позже. Ближе к финальной части концерта участники разделились, чтобы в последний раз пообщаться с фан-зонами на разных сторонах стадиона. Обычно эти финальные минуты превращаются в веселый хаос, все свободно бегают, брызгаются водой, машут флагами и шутят с фанатами в каждом углу площадки. И все же, каким-то образом, даже во всем этом хаосе Чингук и Тэхён продолжали раз за разом оказываться вместе. В какой-то момент Тэхён остановился в центре сцены, чтобы снять толпу на свой телефон. Через секунду Чингук молча подошел и заглянул в кадр без лишних слов. Фанаты, сидевшие достаточно близко, чтобы видеть выражение их лиц, клялись, что они вдвоем начали смеяться над чем-то, чего больше никто не слышал. Затем, прямо перед финальным прощанием, произошло то, от чего взорвался весь стадион. Участники выстроились в ряд, чтобы поклониться зрителям, но пока все остальные были сосредоточены на толпе, Чингук вместо этого внезапно повернулся к Тэхёну. Никто точно не знает, что именно он прошептал, потому что микрофоны не уловили это четко. Но реакция Тэхёна была мгновенной. Выражение его лица полностью изменилось на долю секунды, прежде чем он разразился смехом и слегка оттолкнул Чингука. И после этого Чингук выглядел даже немного смущенным. Этот единственный момент стал главной загадкой всей ночи.
Фанаты тут же начали анализировать движения губ, ракурсы камер и любительские записи, пытаясь разгадать, что такого мог сказать Чингук. Некоторые считали, что это локальная шутка. Другие думали, что это связано с чем-то, что произошло за кулисами ранее в тот же день. Но чем больше люди смотрели этот клип, тем сильнее они убеждались, что во взаимодействии скрыта еще одна деталь, которую камеры едва уловили. Потому что прямо перед тем, как свет на сцене полностью погас, Тэхён на мгновение снова потянулся к рукаву Чингука, и в этот момент трансляция прервалась, так что никто не успел увидеть, что произошло дальше. В момент, когда камеры переключились, весь стадион все еще ревел от восторга, совершенно не подозревая, что одно крошечное взаимодействие между Чингуком и Тэхёном уже стало главной темой в сети. Фанаты, покидающие стадион Стэнфорд после второго дня, говорили уже не только о выступлениях. Куда ни глянь, люди на телефонах пересматривали один и тот же клип снова и снова. Тэхён, тянущийся к рукаву Чингука прямо перед тем, как экран переключился на финальный фейерверк. Никто не мог видеть, что произошло после этого, и это сделало момент еще более обсуждаемым. За пределами стадиона ARMY собирались группами, сравнивая видео с разных ракурсов. Некоторые фанаты утверждали, что Чингук повернулся обратно к Тэхёну сразу после того, как камеры отвернулись. Другие настаивали, что они вдвоем оставались на сцене на несколько секунд дольше остальных участников. Записи были дрожащими, неполными и утопали в криках, но в любой версии было очевидно одно – Чингук и Тэхён продолжали стоять необычно близко друг к другу до самого конца. Затем появилось еще одно видео. На этот раз не с гигантских экранов стадиона. Его выложил фанат, сидевший возле выдвижной сцены, с прямого бокового ракурса, который раньше никто не загружал. Клип показывал, как участники готовятся к выходу, пока персонал за кулисами подает им знаки. Большая часть группы уже начала спускаться по рампе, но Тэхён вдруг снова замедлил шаг возле центральной платформы, и Чингук тоже притормозил. Фанаты сразу заметили тайминг. Сначала Чингук шел впереди, но в ту секунду, когда Тэхён остановился, он тоже остановился, даже не оборачиваясь полностью, словно уже знал, что Тэхёна нет рядом. Реакция в сети была мгновенной. Почему он всегда замечает Тэхёна первым? Написал один из фанатов. Еще один ролик сделал всю ситуацию еще более эмоциональной. Во время финальной речи, когда участники благодарили публику, Тэхён на мгновение показался перегруженным шумом толпы и вспышками света по всему стадиону. Буквально на секунду его улыбка угасла, и он опустил микрофон. Большинство людей полностью упустили это во время живого шоу. Но не Чингук. Не прерывая собственную речь, Чингук тихо сделал шаг ближе, пока их плечи снова не соприкоснулись. Тэхён почти мгновенно скользнул по нему взглядом, и какое бы напряжение ни отразилось на его лице, оно исчезло так же быстро. Фанаты, смотревшие позже замедленные версии, не могли перестать говорить о том, насколько естественно выглядело это взаимодействие. Не было ни драматических жестов, ни явных разговоров, просто безмолвная подстройка между двумя людьми, которые, казалось, понимали друг друга без слов. И почему-то именно такие моменты ARMY замечали больше всего. Когда в Калифорнии приблизилась полночь, клипы со второго дня в Стэнфорде полностью захватили ленты социальных сетей. Новые фанкамы появлялись каждые несколько минут, и каждый из них, казалось, раскрывал очередную скрытую деталь. На одном видео Чингук инстинктивно убирает незакрепленный сценический реквизит с пути Тэхёна во время перехода. На другом, Тэхён сначала смотрит на Чингука после завершения высокой ноты, улыбаясь ему еще до того, как повернуться к толпе. Игнорировать эту закономерность фанатам стало просто невозможно. Но дальше все стало еще более интригующим. Один из фанатов загрузил аудиозапись из-за кулис, случайно записанную во время прямой трансляции возле выходов со стадиона. Качество звука было ужасным, расслышать что-то из-за шума персонала и кричащих поблизости фанатов было почти нереально. Тем не менее, люди стали одержимы записью, услышав голос, похожий на голос Чингука, который произнес имя Тэхёна, после чего раздался смех. Никто не мог подтвердить, реально ли это. Эта неопределенность только сильнее накалила ситуацию. В течение нескольких часов фанаты воссоздали полные хронологические цепочки взаимодействия Чингука и Тэхёна за весь концерт. Некоторые насчитали более 30 отдельных моментов, когда они двое неосознанно зеркально повторяли движения друг друга на сцене. Другие указывали на то, как часто они поддерживали зрительный контакт, даже во время номеров, где по хореографии они должны были стоять спиной друг к другу. А затем ARMY обнаружили то, чего никто не ожидал.
Во время одной из самых первых песен вечера, задолго до того, как фанаты начали пристально следить за их поведением, скрытый ракурс камеры из зала показал, как Тэхён тихо что-то говорит Чингуку прямо перед началом музыки. Реакция Чингука была мгновенной. На секунду он выглядел совершенно застигнутым врасплох, после чего на его лице появилась улыбка, настолько внезапная, что даже стоящие рядом участники группы показались сбитыми с толку. Проблема заключалась в том, что никто не мог понять, что именно сказал Тэхён. Чтецы по губам в сети начали публиковать теории, но все версии отличались. Кто-то думал, что Тэхён пошутил. Другие верили, что он напомнил Чингуку о чем-то важном, что случилось за кулисами. Несколько фанатов даже заявили, что эта реплика могла объяснить, почему Чингук оставался необычайно близко к нему весь оставшийся концерт. В ответ на это всплыла одна деталь, которую почти никто не замечал до самого последнего момента. Сразу после того, как Тэхён прошептал ему что-то, Чингук тихо поправил браслет на своем запястье и на секунду опустил глаза, прежде чем снова улыбнуться. Поначалу это казалось незначительным, пока фанаты не осознали, что Тэхён тоже носил точно такой же браслет на протяжении всего шоу. И вдруг ARMY начали задаваться вопросом, а не началась ли реальная история второго дня в Стэнфорде задолго до того, как сам концерт вообще начался? Следующему утру второй день в Стэнфорде превратился в нечто гораздо большее, чем просто очередной концерт. Фанаты больше не делились исключительно видеозаписями выступлений. Они расследовали каждую секунду, проведенную Чингуком и Тэхёном вместе, словно это было частью скрытой истории, которую никто еще до конца не понимал. И как ни странно, чем больше материалов находили люди, тем более загадочной становилась вся эта ночь. Одна только теория с браслетами повергла ARMY в полный хаос. Фанаты приблизили фотографии в высоком разрешении с концерта и обнаружили, что Чингук и Тэхён не просто носили похожие браслеты. Их дизайн выглядел практически идентичным под цветом софитов. У обоих были темные ремешки с крошечными серебряными деталями, которые поблескивали каждый раз, когда камеры приближались. Сначала люди предположили, что это стандартные сценические аксессуары, подобранные стилистами.